Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня! И сегодня мы ничего готовить не будем. Мы уже поели пельмени из морозилки. Сегодня отвечу на ваши частые вопросы о своей посуде и о своей технике. Так что устраивайтесь поудобнее, будет очень интересно. Начну со своих любимых кастрюль. Вы часто спрашиваете меня об этой кастрюле Wok и об этой тоже. Что хочу сказать. Вот фирма. Это не реклама. Я просто делюсь своим опытом, своим инвентарем. Я люблю эту посуду. Она очень удобная, практичная. Даже если туда вилкой или ложкой, здесь очень качественное покрытие. Сталь и антипригарное покрытие. Ей уже больше года. Я очень часто в ней готовлю, и она прекрасно себя чувствует. И вот такая вот для супа или борща. Тоже классная. Подойдет как для газовой, электрической плиты и индукция. Это я не знаю что. А вот эта кастрюля Wok, хоть и написана для индукции, но она не подходит. Я как-то делилась в ролике, когда мы готовили здесь вкусные голубцы. Середина прекрасно приготовилась, а по краям все осталось сырое. Поэтому на индукцию она не подойдет. Именно эта форма Wok. Все, поехали дальше. Мне нравятся здесь даже крышки. Они такие тяжелые, с хорошего качества, ручка. И нравится то, что нет таких бортиков с этой стороны. Не знаю, как это называется. Туда попадает жидкость или продукты, и очень трудно отмыть. Я думаю, вы понимаете, хозяюшки, кто с этим сталкивался. Есть такие крышки, не очень удобные. О, вот! И крышка у меня есть такая, о которой я только что говорила. Смотрите. Вот такие вот бортики. Туда заходит пища, еда, пар, и очень сложно мыть. Слава богу, у меня это делает муж любимый. Благодарю его за это. Вот так, еще вот сюда. Вот. Очень такая крышка. Она у меня одна такая. Моя новая любовь. Вот такая вот глиняная кастрюля. Прекрасно подойдет для электрических печек и газовых. В ней получается вкус блюда, будто из духовки или из печи. Томится, ну, так вкусно. Очень легкая в использовании. Мыть ее очень удобно. Единственный момент, ее нужно постепенно нагревать. Не сразу на горячее, а постепенно. Тоже классная вещь, вообще прям тяжелая. Я довольна. Хочу несколько себе таких. Еще у меня есть одна любимая кастрюлька. Это не моя кастрюлька, и все же с вами поделюсь. Я часто в ней тоже готовлю. Она широкая, у нее толстое дно, она тяжелая. Вот как называется. Это не моя кастрюля, и все же она классная, в ней очень удобно готовить. Сковородки. Аня, у вас что, каждый раз новые сковородки на видео? Нет, друзья, это все сковородки, которые у меня есть, и они не новые. Обычная антипригарная сковорода. Ей сколько уже? Больше года точно. А больше? Вот. Самое обычное. Единственный момент, когда я выбираю сковородки, я не понимаю в этих покрытиях, я просто беру ее в руки. Если она тяжелая, тогда да. Если легкая, нет. Вторая моя сковородка, которую вы часто видите в видео, тоже самая обычная, но здесь немножко другое покрытие. Тоже ей уже больше года. Ну вот. Ну как бы так, друзья. Этими двумя сковородками мы пользуемся как в повседневной жизни, так и на видео. Никаких секретов, все честно. Вот, это сюда. Этой сковородой я пользуюсь очень редко. Она уже у меня такая взрослая, такая древняя, ей уже лет 7, наверное. Мы ее покупали еще когда жили в Польше. Она очень тяжелая, у нее хорошее покрытие. Она также подходит и для индукций, и для электро, и на газ. Вот, моя старушечка. Ну, классная. На ней хлеб хорошо подпекать, мясо, гриль, рыбу, овощи. Классная. Так, еще есть у меня одна сковородка маленькая на подхват. Тоже обычное антипригарное покрытие. Она тяжелая. Ей тоже уже, Сереж, сколько ей лет? Ну, лет 7 это точно, как и ту брали. Да, наверное, как и ту мы одинаково брали, я вижу немецкое производство. Она мне нужна, знаете, для чего? Когда мы завтракаем отдельно, и мне нужно одно яйцо, или 2 яйца, или кусочек там чего-то маленького, мы ею пользуемся. А так, в основном, она у нас, ну, как-то не очень, да, в обиходе. Да, Но все равно, нет. да, все равно есть.
Моя любимая блинная сковорода, чугунная, тяжеленная, тоже она уже такая старенькая. Я ее время от времени промасливаю, делаю еще один защитный слой. Биоловская фирма, мне нравится у них посуда. Они сейчас в Турции. Вот, такая классная блинная сковородка. Есть у меня еще одна новое приобретение. Я ее купила около года назад. И так ничего с ней не сделала. Стеклянная крышка. Она полностью чугунная. Ух, тяжелая. Брала ее специально для тушений. Таких, знаете, классная. У меня здесь инструкция. Я ее специально берегу, чтобы правильно покрыть ее, сделать покрытие, чтобы она очень долго служила. В общем, друзья мои, когда покупаем сковородки, в них обязательно есть инструкция. Придерживаемся ее, и тогда сковорода будет служить долго и хорошо. И всегда будет чистой. Кстати, меня тоже часто спрашивают, чем я мою сковородки. Ничем не мою, просто мою, как обычную посуду. Есть просто несколько нюансов, которые я соблюдаю. Я не храню еду в сковородке. Приготовила, переложила в другую посуду, контейнер, тарелку. Я не ставлю сковородки в холодильник, а потом из холодильника сразу на плиту. Я стараюсь не жарить на холодной сковородке, стараюсь все-таки ее немножко нагреть. Перед нагревом я не включаю максимальную температуру, а включаю минимальную и потом довожу ее, чтобы она нагревалась постепенно. Тогда дно не зажаривается и все прекрасно. А сейчас мой аэрогриль. Тоже часто задаете вопросы. У меня чаша 4,5 литра, 1 тен, самая обычная. Что я хочу сказать по этому поводу? Хозяюшки, есть инструкция, и в инструкции ясно написано, что моя чаша для приготовления еды весом 300-350 граммов. Также написано, если я буду класть продукт неправильно, эффект будет другой. Если я на дно буду класть пергамент, а сверху продукт, тоже будет совсем другое. Это аэрогриль. Он запекает горячими потоками воздуха, поэтому эта решеточка должна быть максимально открытой. Тогда и снизу подрумянивается, и сверху. Нельзя закладывать продукт полностью, чтобы все закрывало. Вот так вот только. И тогда все отлично. Ну и из своего опыта хочу сказать, следующий мой аэрогриль будет совершенно другой. Они уже более современные, с 2 тенами. Чашу буду брать больше. Я просто так располагала, что так как нас двое, этого нам будет достаточно. Нет, это мало даже для двоих. Для одного человека нормально, для двоих нет. Поэтому нужно брать больший объем чаши. Продолжим. Аня, зачем вы лукавите? Никакой блендер не перебьет нут, фасоль. Показываю, друзья мои. У меня самый обычный блендер. Еще раз повторяю, это не реклама. Купила чисто случайно и довольна очень. Все, крупы, горох, даже лед. Даже лед. Посмотрите, сколько здесь ножей. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ножей. Вот его мощность, 600 ватт, производство Италия, сделано в Китае. Вот это юмор. В общем, неважно, друзья мои, я довольна. Есть большая чаша, есть маленькая чаша. У меня все прекрасно перебивает прямо в пюре. Я часто на видео это показываю. Называется он вот так, NutriBullet. Я довольна. Все. Это в сторонку. Кофемолка. У меня самая обычная, 180 ватт мощности. Я в ней мелю все. Белые грибы на приправу, сахарную пудру, специи. Сегодня у меня, например, кофеек. Сейчас буду пить. Прекрасная вещь. Мощная, справляется со всем. Благодарю вас еще, кстати, хозяюшки, за то, что вы подсказали в комментариях, как быстро почистить кофемолку. Добавляем ложечку соли, измельчаем, соль высыпаем. И кофемолка чистая, немножко бумажным полотенечком, и все готово. От души благодарю. Дальше. Аня, чем вы измельчаете свою зеленую пасту? У меня ничего не измельчает, не перебивает. Вот, друзья, 1000 ватт. Он у меня уже тоже давно. 4 ножа. И все прекрасно измельчает. Я прекрасно понимаю, о чем вы. Был у меня опыт с таким блендером. У мамы брала 600 ватт. Ничего не измельчал. Нужно было 10-15 минут, чтобы хотя бы хоть что-то там измельчилось.
И он пластмассовый был, поэтому... И 2 ножа там еще были. И 2 ножа, да. Здесь 4, стальная ножка. Он тяжелый. Также в комплект входит вот такой вот измельчитель. Он небольшой. Ну, что хочу сказать, мне не очень. Пластмассовая чаша, она со временем мутнеет, лопается, у нас даже там что-то уже отлетело, сломалось. Перед этим у нас был грюндик немецкий, там была стеклянная чаша, тоже был мощный, 4 ножа, стальная, и здесь были такие насадки, можно было миксер подключить, а можно было эту. Ну, я его сожгла из-за того, что очень часто делала бисквиты. Все-таки мое мнение, эти вещи, блендер должен быть отдельно, а миксер для взбивания теста или безе, или зефира должно быть совсем другое. Это должен быть такой мощный, хороший комбайн, который крутит 15-20 минут, и ему ничего за это не будет. Миксер у меня тоже самый обычный, со своими задачами справляется. Сколько здесь? 300 ватт. Единственный момент, хозяюшки, если вы не знали, как я, мне подсказали это в магазине. Для взбивания, именно для взбивания, венчики должны быть вот такими. Они очень хорошо взбивают и быстро. Я бисквит буквально 7 минут на 5 яиц этим миксером взбиваю. А вот если мы найдем вам вторые венчики, мы обязательно покажем, чтобы вы понимали разницу. Эти для взбивания. А сейчас мой любимый инструмент на кухне. Лопатки. Тоже часто задаете вопрос. И сейчас хочу вам показать разницу между теми, что я покупаю в магазине, и теми, что мы заказываем в интернете. Смотрите. На первый взгляд кажется абсолютно одинаковые лопатки. Но по ощущениям здесь резина совершенно другая. Она такая шелковистая, податливая. Она не нагревается, она не пахнет, она не тает. Ну, в общем, это просто хозяюшки песня. Вот, посмотрите, это и когда хочу поддеть на сковороде, она не гнется. Посмотрите это. Она гнется. Так же само лопаточки. Этой очень приятно перемешивать. Ну, вот она приятная, она тоньше намного, посмотрите, да, чем этой. Это сразу как-то гнется. Она какая-то неповороткая. Не знаю, как это правильно сказать. Видите? Или вот это вот мешает, эта пластина. Ну вот. Видите? И ручки совершенно другие. Это такая гнучкая, на ощупь не очень приятно. А это такая прям ложится в руку, бархатистая. Ими очень удобно работать. Ну вообще, это прям... У меня были такие синие, кто с нами давно знает. Я до последнего, я года, наверное, 4 или 5 ими пользовалась. А эти вот купила тоже в магазине, они у меня просто лежат. И они совершенно новые, и уже видите, эта резинка вот понадкусывалась, тут треснула. Они совершенно новые, видно, даже этикеточки не этот. О, видишь, и тут уже не очень мне, это, ну, не очень. Просто лежит, не знаю для чего. Аня, какая фирма этих лопаток? Не знаю, я не знаю, что это за фирма. Этикетки я выбросила, а на них ничего не написано. Покупаю их в Ашане, такие большие гипермаркеты. Цена этих лопаток, чтобы вы ориентировались, 4 евро каждая. 4,4. Да, они не дешевые. И все же они классные. Они ходят. Перед этим у меня, 4 или 5 лет я пользовалась. За те 400 гривен отдал. Но на то время это тоже, наверное, было, на то время я помню, я чуть сознание не потеряла от тех слов, когда мне муж говорит, давай купим тебе такие лопатки. Я такая, это можно было полкабана купить. Шучу, конечно. Еще меня спрашивают, Аня, что у вас за ножички для пленки? Друзья, это я увидела здесь впервые, в Испании. Мне так понравилось. Есть инструкция, как этим пользоваться. Для меня это новинка. Кто знает, я очень рада за вас, но я не знала. Смотрите, как классно работает. Открываем правильно коробку по инструкции. Накрываем. Накрываем. Оп, все. Готово. Не надо никаких ножниц, ножиков. Вообще, я очень довольна. У меня уже это заканчивается, я купила себе новую. А давайте ж, если... все, тут просто это, да? Хотела посмотреть. Вот, все. Вот, как заправлено. Да, Сережа этим занимался. Все. Сережа, а сюда же можно просто купить... Ну да, можно купить и положить, и все. Еще и сэкономим. А для фольги покажи. Сейчас покажу тоже. Правильно открываем коробочку. Здесь на конце вот такие вот зубчатые штуковинки. Разматываем сколько нам надо. Прижимаем.
И отрезаем. Для меня это тоже было открытие. Да, и я не дикарька. Ну а что? Все известное, друзья мои, известно не всем. Вот так вот. И напоследок, друзья, хочу ответить еще на один вопрос. Аня, где вы берете посуду, инвентарь, технику? Дайте ссылку, дайте код. Друзья мои, я никогда ничего не покупаю в интернете. Вот сколько живу, столько и нет. Мне нужно потрогать, понюхать, примериться на ощупь, представить, как эта кастрюля будет ли мне в ней удобно. Это как эти лопатки. Я как потрогала их, сразу все, это моя любовь. А это нет. И вот так придет, заказали в интернете, приходит, а оно не то пальто. И куда его потом? Это Нет. помнишь, тот прикол был, когда женщина заказала кастрюлю, они привезли такие мини-мини маленькие. Был у меня опыт, один-единственный раз я увидела в интернете очень красивое платье. Заказала размеры, все угадала четко. Но когда я его достала из упаковки и потрогала его, оно искусственное, швы неровные. В общем, нет. Нет, друзья мои. Я предпочитаю все в натуре. Да, чувствуешь, ощущаешь, вода Да, понимает. и тебе внутреннее чутье, это как с теми красивыми кастрюлями моими. Я захожу в магазин, а они стоят. И я такая, я не планировала их покупать совершенно. И я такая, Сережка, я хочу эти кастрюли. Я тебе куплю, да, подарок ты мне тогда сделал. Да. Главное, чтобы ты была счастлива. У меня муж всегда так говорит. Главное, чтобы ты была счастлива. Так что, хозяюшки, вот так. Все показала, поделились как есть. Мы люди простые, ничего такого сверхъестественного, особенного у нас нет. Мы используем все, как говорится в народе, все по-простому. Все, всем добра и позитива. А лопатки себе обязательно такие приобретите. Они такие классные.